Сегодня, как всегда, кромешная тьма. Время 10 часов утра. А такое ощущение, как будто время еще часов, наверное, может быть 8. В комнате темно, ничего не видно. Приходится включать свет. Вот. А вчера, кстати, приготовил голубцы. Все поели. Кроме папы. Папа у меня не ест голубцы, он не любит это. И всем очень понравилось. Так что еще раз спасибо, Любовь Алексеевна, за рецепт. Вкусные голубцы. И теперь мне сказали, что теперь ты их будешь готовить, потому что они вкусные. Вчера у меня племяшка съела аж 2 тарелки. Еще и на сегодня хватило. Так что вот, сегодня у нас много дел. Нужно съездить в магазин для резки стекла. Нарезать стекло в шкаф, в гостиную. Вот, потом нужно еще там кое-что посмотреть, проехаться по магазинам. В общем, сегодня много будет дел. Так что сейчас мы идем завтракать. Племяшка уехала в поликлинику, в какой-то центр проверяться. Ей нужно там. А мы отправляемся сегодня с папой по магазинам. Так что вот так. Сейчас отправляемся завтракать. Что-то как-то по ощущениям в подъезде. Кажется, что на улице холодно. Не знаю, сейчас выйдем, посмотрим. Сейчас хочу еще посмотреть. Туда нажимаю. У почтовых ящиков мне сегодня звонила девочка с первого подъезда. Она сказала, что у них только одна листовка такая выкинутая. То есть, видимо, либо кто-то просто не прочитал, подумал, что это реклама. Может, просто кто-то проигнорировал. В общем, сейчас поднимусь, посмотрю, что у нас там творится. Кто-нибудь, может, выбросил. Может, не выбросил, не знаю. Сейчас посмотрим. Я был прав, на улице сегодня холодно. -4, сильный ветер. Такой холодный. В общем, у нас в подъезде тоже кто-то выбросил одну бумажку. Она лежит в смятом виде и выброшена в ящик для мусора. Значит, все-таки ее прочитали. Не знаю, чем руководствовались люди, которые это выбрасывали. Может быть, просто прочитали и выбросили. А может быть, такой вариант, что прочитали, наплевать, пойду и все. Может быть, это прочитали те, у кого не приватизированные квартиры, и они относятся к ЖЭКу. Может быть, и такой вариант, не знаю. В общем, ладно, послезавтра будет собрание. Посмотрим, сколько народу придет. Потому что на съемки пришло много народу. А тем более, раз у нас в квитанциях происходит такая ерунда, я думаю, что народу должно прийти много. А сейчас мы отправляемся по делам. По одному он и стоит столько. Такие есть. Это 19 тысяч. Так ответь, что ты мне показываешь? Да. 6 тысяч. Рояль. Так что не знаю, надо смотреть. Папа изъявил желание купить себе синтезатор. Не знаю зачем. Играть он не умеет. Но изъявил желание сделать себе подарок на Новый год. Поэтому сейчас пошел к продавцу выяснять, что как будет покупать. Не знаю что. Ладно, а я пойду кое-что другое посмотрю. Мне нужны кофемашины. Мне вот этот больше нравится. Хотя бы... Он тогда влезет целиком туда. Вот. Мне кажется, вот такой. Или такой. Нет, такой. Без обрамления. Только вот эта часть, да. Да, это только вот эта часть. Естественно, как ты думаешь. А что проблема? Нет, так нам не надо, если мы ее не будем брать. В общем, вот так. Да. Такой тогда. В общем, мы сейчас зашли в ленту. Вот такая вот кофеварка эспрессо. Вот только она. Капсульных здесь машин нет. Сколько она? 4-5 тысяч. Стоила 8. 5. А это все такие не очень такие простые. Что вот так. Больше нет. В общем, 4900. Или же брать сегодня я видел в Эльдорадо капсульную за 3700.
Так что посмотрю в интернете, почитаю отзывы какие. Все-таки хочется на Новый год сделать подарок. Так что вот, посмотрим, куплю. А сейчас пока по ленте. Ну, тут в ленте ничего интересного, поэтому показывать не буду. На бутылка «Гражданка», Купчино. Я такого не видел. Видишь, на бутылках написано, на банках написано. Вон, «Гражданка», Купчино. Первый раз такое вижу. Так, вот так включается, так включается. Еще. А еще можно температуру нагрева. Но она сейчас, по-моему, у нас выключена. Он что, греет, типа? Он еще и греет, да. Ну, вместо телевизора. Здесь должен стоять телевизор, а будет стоять вот это. Так что у нас дедушка себе сделал на Новый год подарки. Камин и синтезатор. Слава богу, мы не купили синтезатор за 10 тысяч. А не за 10, за 19. Были мысли такие взять в рассрочку за 19 тысяч. Так что вот так, вот такой вот. В общем, ребята, вот еще такой синтезатор, который мы купили. Ну, папа купил на Новый год себе в подарок. В общем, я уговорил его купить, ну, недорогой, потому что это чистая игрушка. Понятно, что никто не будет каждый раз. Вот тут много всяких функций. Называется он DEN. Тут 100 тембров, в общем. Ну, вот так вот он. Тут разные всякие эти самые. Вот тут можно выбирать. Тут и просто вот вводите код, чего вам нужно. И это самое. И вот, например, там, ну давайте попробуем там, не знаю, там 0-0. Вот видите, фортепиано. Вот, и все. Ну, такая, в принципе, за 2300 недорогая вещь. Чуть дороже была бы уже, ну, мне бы жалко было, например. А за 2300 нормально. Ну, вот такой. Ладно, пусть будет. Сейчас я ему настрою, пусть играет. В общем, вот так выглядит этот синтезатор. Я показываю сверху, ну, чтобы видно было. Он, в принципе, не очень большой. Функции, которые нужны, здесь есть. Ну, за свои деньги нормально. Так что сойдет. Если бы, я еще раз говорю, было бы 5-9, это было бы очень дорого. А за 2300 нормально. А тут дали какой-то уличной дешевой забегаловки. Это неслыханный случай. А может, я сейчас богатую музычку? Вот, ребята, машина, которой 20 лет. Смотрите, в каком она состоянии. Люкс комплектация. Ну, мне нравится. Прикольная машинка. Вот, сейчас катаемся на ней. Куртка 4990. Почти похожа на мою, только она еще тоньше. И написано, что она прям легкая и теплая. Не знаю. Это не она? Ну да, вот она, под балахон. Ну не знаю, ребят, мне кажется, она какая-то слишком уж такая тонкая. А, это термобелье? Ну, хорошо. Блин, такая куртка еще тоньше, чем у меня, я осеннюю покупал. 4000 получается комплектность. И говорят, что теплая. Странно. Вот у меня примерно такой же куртки я за 3 брал. Но она у меня потолще, тоже теплая. Это совсем тонкая. А, ну, в принципе, да. А ну-ка, такая вот. А, ну это такая уже 7999. А, ну вот они, все эти куртки. Не, ну такие мне не нравятся. Оказывается, автомобильные всякие, а я и не знал. Хоть я и зарекался, что я больше никогда не пойду в Галамарт. Но все-таки... Так, тут что? Тут тоже автомобильные.
Тут всякие ручки, карандаши. Я хочу... А, вот, тут даже оплетки есть. Я вот тебя разведу на 130 рублей, братан. Сейчас пойдем тачку будем полировать. 435 рублей. Всякие игрушки. Игрушки. Так, мне нужны телевизоры. Сейчас посмотрим. Так, телевизор где он? Телевизоров тут уже походу нету. Все распродали. Так, чайники. Сколько тут народу? Ой. Оп. Что-то тут вообще места мало нет. Телевизоров, видимо, у них нет. Ладно, сейчас поищу, может быть, не найду. Телевизоров, ребята, здесь я не нашел. Видимо, совсем кончились. Ну вот я такую хотел купить. Вот эту. А что, она плохая? Да. Только дорого в плане самих капсул. А, ну капсулы, да. Я посмотрел, 16 штук, 299 рублей. Смотри. А сколько здесь штук-то? Смотри, цена. Это кофемашина. Ну, Это цена кофемашина. кофемашинка, новые капсулы. А капсулы для кофеварки 149 рублей. И здесь их должно быть 16 штук. Вот тут 8. А я видел 16 по 200. Ну не знаю, посмотрим. Просто хочу что-нибудь подарить, а кроме кофе у нас все кофе пьют. Вот это охуенно. Блядь, братан, стоит бабок, но пиздец, я вот... Ну так 3. Блядь, отвечаю, я попробую. Ты вот попробуй кофе вот на этой машинке. Я Вот охуел, капсулы я- тоже, но это дорогие капсулы. А это что? Это у нас Polaris. В общем, короче, не знаю, надо посмотреть. Мы уже 10 часов. В общем, находились, нагулялись, накатались. Походили по торговым центрам, погуляли. В общем, хорошо провели время, давно не виделись. Так что вот так. Вот, он там крышечки обменял на Кока-Колу. Вот. Я тоже хотел посмотреть там, что по крышечкам на Кока-Колу мне хватало на 1 стакан. Вот, но я положил их, короче говоря, в карман. А в кармане оказалась дырка, и все крышечки выпали. Осталось только 2. Думаю, ну ладно, в принципе, стаканы уже есть. Так что вот так. А на сегодня это все, ребят. Все. День свой сегодняшний заканчиваю. Вам желаю всего самого хорошего и спокойной ночи. Пока-пока.